Всем привет-привет! Рада вас снова видеть, рада, что вы снова видите меня. Мы сегодня с вами будем разбирать такую тему. Можно ли изменить то, что выпало в раскладе? Не знаю, задавались ли вы когда-нибудь таким вопросом. Сегодня мне хотелось бы ответить на него, можно ли изменить. Здесь, скорее всего, у меня будет два ответа. Первый ответ заключается в том, в зависимости от того, какие арканы выпадают. То есть с точки зрения Таро, если выпадают великие арканы, то, я говорила неоднократно, то великие арканы, они так или иначе обозначивают какие-то важные этапы в нашей жизни, и на них повлиять мы не можем. То, что описывают малые арканы, да, некую такую ситуацию, то на это, в принципе, мы повлиять можем. Это наше отношение к той или иной ситуации. Вот, и их энергия, она не столь ярко выражена. И да, у нас есть свобода выбора, да, как мы будем реагировать. На что я опираюсь? Я не люблю быть голословной, на что я опираюсь? Ну, помимо того, тех знаний, которые так или иначе преподаются и говорится о том, что великие арканы несут такую важную энергию, и, в принципе, они указывают как некие такие реперные точки, да, то есть это такая сила энергетическая, которую, в принципе, на нее повлиять невозможно. У меня был период, когда я вела Инстаграм, вот, кто на меня подписан, сейчас я его закрыла, кто раньше на меня был подписан на Инстаграм, наверное, помнит, я проводила эксперименты, мне нравилось проводить разные эксперименты, вот, и я делала, если я не ошибаюсь, предсказания на неделю, это был именно эксперимент, да, где я просила обратную связь по окончанию недели, не в контексте того, как проигралось или что, а именно, если выпадали великие арканы, я просила обратную связь, насколько вы, зная эту информацию, можете ее избежать. Вот как ни странно, мой вот этот вот эксперимент показал, что даже зная человек, да, знаете, вот как он знает, что, допустим, там выпадает башня, да, будет что-то такое внезапное, неожиданное, ну, возможно, вероятно, допустим, какой-то конфликт, какая-то ссора. То есть, имея эту идею, эту мысль где-то задней части своей головы, и помня, например, да, всю неделю, наступал такой день, я просто помню, одна девочка сказала о том, что вот всю неделю помнила, а в пятницу как-то вот вышло у меня из головы, и да, действительно, эта ситуация была, и действительно был конфликт, была ссора, и после того, как она уже случилась, я вспомнила то, что вы говорили. Это вот как раз-таки показатель того, что вот эти энергии именно по великим арканам, мы их изменить не можем. То есть они есть, да, то есть если, это как, знаете, как некие такие реперные точки, которые говорят о том, что, например, вот на этом этапе, да, ты встретишь этого человека. То есть сама встреча, она как будто бы прописана, но что ты будешь делать, то есть выберешь ли ты с этим человеком быть, там, я не знаю, в любовных отношениях, в дружеских отношениях, либо просто держать на дистанции, как знакомого, не знаю, это уже свобода выбора, но встреча, она как будто бы прописана. То есть есть какие-то моменты, на которые указывают великие арканы, они как будто бы неизбежны в некоторой степени, да, я не люблю вот прям вот 100%, да, ну скажем так, давайте 80-85%, да, то в принципе это неизбежно. Здесь все, меня знаете, что останавливает в том, что я говорю, в трактовке, да, то есть как аркан протрактуется, то есть вот, то, что у аркана есть эта сила, у великого аркана, это да, но как ее будет трактовать, интерпретировать таролог, это уже другой вопрос. И вот этот эксперимент, я не помню, по-моему, был недели 2-3, может даже месяц, но не больше. Я получала такую обратную связь, что да, вроде бы мы знали, помнили, но вот как-то так случалось, что вот именно в этот момент мы забывали, а потом, когда уже ситуация случалась, да, приходило вот это вот воспоминание о том, что, блин, ну, было же сказано о том, что нужно быть немножко внимательным. То есть вот на ситуацию как таковую повлиять нет, но на отношение к этой ситуации мы повлиять можем.
Это вот в контексте там великих арканов, либо младших. А теперь в контексте, можно ли изменить то, что выпало в раскладе, здесь вопрос заключается в том, что это общий расклад, да, либо это индивидуальный расклад. Если это индивидуальный расклад, здесь опять же таки, знаете, все зависит в некоторой степени от, я бы сказала, от психологии самого человека. То есть есть такие люди, не знаю, чувствительные, мнительные, называйте как хотите, эмоционально впадающие в влияние, под влияние. Если им что-то говорить, восприимчивые, давайте, эмоционально восприимчивые люди, если им что-то говорить, и здесь опять же таки вопрос еще, как они это понимают, да, то есть как ты говоришь, это один момент, а как человек воспринимает то, что ты сказала, потому что ты можешь обозначить какое-то слово, а в его голове это слово, оно будет восприниматься там, исходя из его каких-то понятий, вот. Здесь получается то, что я уже сказала в одном из прошлых своих роликов, да, самосбывающееся пророчество. То есть в ролике про предсказания я это указывала. И здесь получается так, что, ну вот, может случиться так, что выпадает прямо 100%, как я сказала, так оно и будет, и в принципе изменить невозможно. Но с другой стороны, если человек, например, не верит, да, это на самом деле очень такая мощная защита психологическая. То есть если у человека в его картине мира нет тех или иных понятий, например, человек не верит в Таро, вот что бы ты ему ни сказала, оно не выпадет, оно не сбудется. У меня дома такие два примера ходячих ходят. Значит, когда приходит ко мне в гости мой старший сын, мы не живем вместе, и просит что-то ему посмотреть, поскольку он изначально настроен на то, что я не верю. Ну, это не получится, поэтому сейчас он уже даже и не просит, чтобы я ему что-то посмотрела. У него никогда ничего не сбывается. Вот что бы я ни сказала, вот прям это так удивительно, да, не срабатывает. Но когда просит, например, мой младший сын, чтобы я ему что-то посмотрела, там прям выпадает, вот досконально сказала, что там будешь работать, вот такая сумма денег у тебя будет, да, там еще что-то. Это вот прям сбывается, он приходит и говорит, вот ты так вот сказала, так оно и есть, да, то есть так было. Почему? Потому что он восприимчив, он открыт. И он принимает то, что ты ему говоришь. Это вот как раз-таки в контексте психики. А старший нет. Он вообще у меня такой, знаете, логик и материалист. То есть вот все, что связано с эзотерикой, для него это чуждо. У него какое-то такое, знаете, отношение. Может быть, это и защитный механизм тоже, я не знаю. В контексте страха, да, я это не понимаю, поэтому я этого и боюсь. Вот. Но в любом случае для него это чуждо, это не его стезя, в отличие от младшего моего сына, который более восприимчив ко всему этому, ну, плюс ко всему у него такие же способности, как у меня. Поэтому все, что ему сказано, да, оно сбывается. То есть это вот два момента, да, то есть первый говорит о том, что в зависимости от того, какие арканы выпадают, то есть великие либо младшие, а второй момент – это непосредственно восприятие самого человека, верит он в это или нет. То есть это как, знаете, с гипнозом, внушаем он, либо не внушаем. Вот. Почему я сказала, что это очень мощная защита, то есть даже и те люди, которые не верят в магию, вот какую бы ты магию на них ни сделала, у них не будет срабатывать, да, потому что у них защита именно вот то, что я в это не верю, то есть этого нету в моей картине мира, а если этого нет в моей картине мира, на меня это повлиять не может. Вот. Это вот два таких аспекта, которые я хотела бы обозначить. И завершая, да, этот ролик, подытожу, скажу, можно ли изменить то, что выпало в раскладе. В каких-то моментах скажу да, а в каких-то моментах нет. Поэтому здесь однозначного ответа у меня на этот вопрос не будет. Как понять, в каких моментах можно изменить, а в каких нет, да, вот из того, что я сказала ранее, вы уже можете сделать свои выводы. Вот. На этом все. Мне интересно было бы, если бы вы в комментариях написали, что вы считаете, можно ли изменить, что выпало в раскладе или нет. Скажу, только сейчас просто пришло на ум, вспомнила, я все время под конец что-то вспоминаю. Когда я обучалась магии Таро,
Есть такая техника, если честно, я ее на себе не проверяла и сказать, что вот она работает или нет, но я знаю, что есть такая техника, когда выпавший расклад можно изменить. То есть сам прогноз, и это уже, скорее всего, это, знаете, как это не то, что ты меняешь предсказание, ты его аннулируешь, а там выкладываются карты таким образом, чтобы как-то скорректировать энергетику негативного влияния, да, тех или иных карт. То есть, если, например, там выпадает 5 мечей, да, то это вот будет какая-то борьба, либо там 7 мечей, да, хитрость, обман, какие-то уловки, подставы и так далее. Вот чтобы смягчить эту энергию, да, есть определенная техника, которая, опять же таки, с помощью Таро, да, ты можешь выкладывать таким образом арканы, но это не быстрая техника, смягчить эту энергетику. Я не знаю, можно ли ее полностью 100% аннулировать, да, но смягчить, что не будет вот так вот остро, да, и ситуация может выровняться в нужное нам русло. Это опять-таки из категории того, что будущее, оно не определено 100%. Да? Вот я неоднократно говорю о том, что есть какие-то определенные моменты в нашей жизни, они прописаны. Вот на них повлиять никак не можешь. Да? Если вот мы говорим, даже если суждено этому быть, ты никак это не изменишь. Да? Вот что бы ты ни делал. Это может откладываться по времени, это может видоизменяться, но сама ситуация, она неизбежна. Но есть разные ветки развития той или иной ситуации. То есть, допустим, вы идете по дороге и видите, что у человека впереди идущего выпал кошелек, да, с деньгами. Вот как вы отреагируете на эту ситуацию? То есть то, что кошелек выпал, и перед вами шел человек, и вы оказались в этой точке, это неизбежно. Как вы отреагируете, вот это да, это уже в вашей свободе выбора. И это ветка развития. Если вы выберете ничего не сказать человеку, потому что, допустим, вам нужны деньги, вы говорите, ну окей, ничего страшного. Да, подняли и забрали себе. Это одна ветка развития, и она несет за собой свои последствия. Если вы в этот момент увидели, подняли и окликнули человека и отдали ему, это другая ветка, да, то есть другая вероятность. А есть вероятность того, что вы вообще просто мимо пошли и не обратили на это внимания. Ну, то есть здесь несколько, опять же, они не бесконечные, но есть несколько веток развития. В зависимости от того, это как волна, да, энергетическая, в зависимости от того, на какую волну вы попадете, на какую ветку в данной ситуации, именно в вашей реакции, такие последствия и будут. И вот у нас есть свобода воли, заключается в том, что мы можем перепрыгивать с одной волны, с одной ветки развития на другую, либо в худшую сторону, либо в лучшую сторону, но в определенных каких-то рамках. Так устроено наше вот это вот пространственно-временное измерение, да, и в чем заключается свобода выбора. То есть, с одной стороны, она есть, потому что ты можешь перепрыгивать с одной ветки на другую, а с другой стороны, ее нету. Почему? Потому что эти ветки, они изначально уже существуют, они обозначены. И какие-то реперные моменты, как я сказала, что ты вот окажешься в момент, где у человека из кармана выпадает кошелек, этого вот не избежать. Вот таких моментов, да, у нас есть. Мы их не знаем, ну, не знаем, я имею в виду осознанно, да, то есть перед тем, как мы воплощаемся, мы, ну, основные моменты своего развития, своего жизненного пути мы знаем. Поэтому можно изменить то, что выпало в раскладе. Да, есть такие техники, но я их, еще раз скажу, я на себе не проверяла. Я их видела, я их изучала, но я не пробовала. Почему? Потому что, не знаю, мне как-то это вот неинтересно. Знаете, вот с одной стороны, да, у меня есть желание как-то влиять на пространство и создавать те необходимые мне ситуации, которые я хотела бы получить. И я знаю, что есть такие техники, и в ближайшем будущем, да, я хочу пройти это обучение. Вот, я планирую, мне интересна эта тематика, а с другой стороны, я как личность, да, мне неинтересно, я говорила неоднократно, мне неинтересно мое будущее.
Вот вообще не интересно. Я нахожусь на таком этапе сейчас, что вот что бы со мной не произошло, я это принимаю. Будь то это позитивное, будь то это негативное. Я для себя поняла, что меня в этой жизни, кроме самой жизни, в принципе, уже ничего не держит. Опять-таки, не в контексте того, что я готова от нее отказаться. Нет, ни в коем случае. Просто выполненные основные задачи есть. Есть еще какие-то задачи, которые мне нужно сделать. Вот. Но, в принципе, основное я уже вот то, что нужно было сделать, как я считаю, на данном этапе, оно уже есть. То есть меня не привязывает ничего, кроме самой жизни. А исходя из этого, я вот просто наслаждаюсь жизнью такой, какая она ко мне идет. Идут какие-то неприятные моменты, окей, я их пропускаю, ну окей, значит, они должны случиться. Душа выбрала, я это принимаю. И мне нравится вот такая позиция, да, что вот что бы со мной ни произошло, хорошее я принимаю, негативное тоже принимаю, да, найду какое-то решение, потому что душа для чего-то это выбрала. И поэтому мне будущее как таковое лично для меня неинтересно. Но вот можно ли изменить или нет, я уже дала ответ неоднократно. Напишите свое мнение в комментариях, как вы считаете, можно ли изменить. Даже если вы не занимаетесь Таро, то есть, знаете, когда я прошу обычно обратное мнение, я отдаю себе отчет в том, что основная моя категория аудитория людей, да, это люди, которые не коллеги, не тарологи, да, но это не говорит о том, что у вас не может быть собственного мнения, да, у вас же есть какой-то опыт, да, в раскладах. Можете ли вы что-то поменять из того, что вы услышали, или нет, да, то есть ваше мнение. На этом прощаюсь. Я рада, что вы комментируете, особенно приятно, что вы смотрите и ставите лайки. Вот, до следующей недели у меня есть еще несколько тем, которые я хотела бы озвучить. Лично мне эта рубрика и такие беседки очень-очень нравятся. Вот, если у вас есть темы и вы хотите предложить, пишите их, конечно же, в комментарии. На этом все. Всем пока-пока.